Приветствую вас на канале про доспехи. Мы с вами живем в удивительное время, когда у большинства людей есть мировая библиотека прямо дома, находятся индивиды, которые не в состоянии просто погуглить интересующий факт. Автор ролика «Внутри доспехов прятались рептилоиды» попытался изложить свое, скажем так, удивление, граничащее с бредом по поводу средневековых доспехов. Вот пара цитат. «Шлем то же самое, что и кастрюля» или «писали и какали прямо в доспех». Это, конечно, неправда. И самое интересное, что таких, как он, немало. Такие горе-эксперты вбрасывают непроверенную информацию, перекручивают ее, создавая вокруг себя романтическую атмосферу разоблачителей и обладателей сакральных знаний. И все было бы хорошо, но наши альтернативные друзья нарвались на комьюнити, которое таки занимается изучением этих самых доспехов. Даже более того, эти неуравновешенные реконструкторы, склонные к агрессии, регулярно звездюлят друг дружку стальными предметами. Не надо этой агрессии, для чего она нужна? Уже только этот факт должен был серьезно насторожить наших любителей моллюсков. Еще с древнейших времен люди выдумывали разные мифы. И это нормально. Особенно если развитие цивилизации и грамотность человека просто не оставляет вариантов для понимания окружающего мира. Представляете, кто-то делает прорыв в искусстве, металлургии, ручной обработке металла, а кто-то через 500 лет считает, что это невозможно сделать, и единственное объяснение — это пришельцы и рептилоиды, а не рукожопие токарей 5-го разряда, которые консультируют наших, прости господи, экспертов. Респект талантам, которые сделали то, что сегодня считается невозможным. Не вникая в изучение истории вообще и истории материальной культуры и искусства, наш автор делает блестящие выводы о том, что доспехи более приспособлены для осьминогов и моллюсков, чем для человека. Ну, давайте сами проверим информацию с канала «Проверь все сам». Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Попытаемся разобрать ее на тезисы и выяснить, кто же прятался в странных скафандрах средневековья, зачем их производили, украшали и как использовали. Страшненькое бомбление пуканов у альтернативщиков гарантировано. Поэтому прошу поддержать это видео лайком, комментарием и поделиться с друзьями. Иначе меня тупо захейтят и я перейду на темную сторону. Я не буду вставлять оригинальный звук, так как не хочу получить страйк. Поэтому по ходу видео я буду называть время очередной фразочки обозреваемого видео. Если вы захотите, сможете проверить, что автор действительно это сказал, то ссылка в описании. В самом начале приводится в пример работа Микеланджело, который создал пару скульптур с фантазийными элементами. Микеланджело — это художник-скульптор 16 века. Ну, давайте порассуждаем. А не мог ли он это просто выдумать? Или сделать барельеф с отсылкой на легенду или миф? Не-не-не, будем сразу интерпретировать это как доказательство того, что именно так и выглядели все рыцари. А что же будет, если автор наткнется на вот такую вещь? Это украшение 15 века, найденное при раскопках в Брюгге. По такой же аналогии можно изучать деятельность разбойничьих банд говорящих животных в средневековой Англии. Такая вот волшебная Нарния. Шах и мат. Вот доказательства. Инфа 100%. У меня есть знакомый, который писюны на заборах рисует, а другой рисует фури-порно. Но это же не означает, что через 500 лет люди будут серьезно думать, что это была такая форма жизни. Или будут. Только сейчас понял, сколько у меня странных друзей. Ладно, идем дальше и окунемся в сказочную альтернативную историю. На фото наш автор показывает шлем с мордой, который действительно не предназначен для войны, а больше для украшения интерьера или парада. Это армет 16 века в популярной манере гротеск. Подобных забрал в виде звериной морды, человеческой или птичьей головы сохранилось достаточно много. С развитием мастерства доспешники соревновались между собой, создавая вычурные доспехи, которые даже не похожи на доспехи. Это как сегодня шеф-повар может сделать рыбу со вкусом курицы, чисто чтобы продемонстрировать свое мастерство.
Так и тогда некоторые умельцы делали доспехи, которые имитировали модную в то время одежду или создавая экзотические образы. Но это уникальные, единичные экземпляры. Это доспехи для самых богатых, и оформлялись они с точки зрения моды. Мода – это совокупность привычек, ценностей и вкуса в определенной среде и в определенное время. Вне этой среды мода может быть не понята, служить объектом насмешек. Мода имеет тенденцию к постоянным изменениям. Следование новым формам составляет суть моды. Это касается и внешнего вида доспехов. Модное оформление доспеха свойственно любой исторической эпохе. Переходим к следующему изречению. Идиотские штуки на ногах – это сабатоны с длинным носком, которые повторяли форму модной в то время обуви знатного человека. Конец 15 века. Непрактичный длинный носок не имел функциональной нагрузки, но подчеркивал статус владельца. Подобные формы сабатонов не подразумевали возможности пешего боя, создавались исключительно для всадников. И очень часто сам носок был съемным элементом, который можно было снять, если нужно. Уже в начале следующего 16 века в моду входит обувь типа коровья морда, и сабатоны изменяются в соответствии с ней. Далее наш блогер показывает, цитата, «совершенно, казалось бы, обычный доспех, 0,56». Обычный доспех? Ламборджини тоже обычная машина. Доспех представляет собой элитарный комплект рыцарских лад 16 века. Напоминаю, что в 16 веке мастерство и умение отдельных доспешных школ достигло своего апогея в чеканочном и латном ремесле. Даже сегодня уже не сделать лучше в принципе, просто лучше уже некуда, все, потолок. Кроме высочайшего качества работы бригады доспешников, над комплектом работал еще и коллектив художников и мастеров-гравировщиков. Доспех не раскрашен, а позолочен поверх гравировки. Цена такого комплекта превышала в разы простые рыцарские латы, и даже простые латы могли позволить себе только богатые. Продолжая экспертизу, наш Шерлок находит очередное доказательство невозможности. Минута 11. Думая, что узоры на доспехах нанесены гальваническим способом с использованием электричества. Так вот, узоры на доспехах, похожие на гальванические, создавались травлением. На пластину наносили слой воска, процарапывали узор и травили кислотами, например, крепким уксусом. Получалось настоящее произведение искусства, не требующее, правда, ни гальваники, ни электричества. Эта техника возможна в средние века. 2.43. При виде доспехов Штехцойх со шлемом Штехелм, буйная фантазия альтернативного историка родила предположение, что это такие роботы. Такие доспехи применялись только в состязаниях, весили 40 килограмм, что в 1,5 раза больше обычного боевого комплекта. В таком комплекте нужно было просто короткое время усидеть в седле, выдержав удар копьем, а не бегать по полю боя. Это не военный доспех, не боевой, это в прямом смысле спортивное снаряжение. 3.25. Автор не понимает, зачем такое делать в средние века. Это тип забрала в гротескной манере. О причине говорилось раньше – мода и соревнования в мастерстве между доспешниками. Кроме того, рыцарский турнир часто был также и представлением, и тогда забрала с лицом исполняла роль обозначения героя. При виде юбки от кирасы автор выдает предположение, что это платьишко такое, может он девочка, но если бы он просто попытался разобраться и найти объяснение, он понял бы, что юбочки доспеха были данью моде и отвечали практическим задачам. В первом случае имеется в виду специфическая мужская верхняя одежда с плиссированным подолом, которая характерна для начала 16 века. С практической же стороны, такая юбка отлично защищала пах и тазобедренный сустав воина. Это самый простой и функциональный способ защиты при хорошей подвижности. Именно таким был доспех для пешего турнирного боя. 5.25. Сквозь шейный проем шлема невозможно протиснуть голову. Это армет с зауженной шейной частью. И в этот момент я начинаю понимать, что автор сам не может верить в то, что говорит, и цинично несет пургу для тех, кто верит в рептилоидов и смотрит его контент. Я могу понять, если незнающий человек удивляется некоторым нюансам настоящих доспехов. Потому что представления о доспехах у большинства людей сформированы фильмами и компьютерными играми. Но поскольку наш автор точно пользуется интернетом, то с высокой вероятностью он мог видеть, как в подобных шлемах поднимается забрало. И проблем с одеванием просто нету. А если зайти в Википедию, то можно найти массу информации.
Напишите в комментариях, кто из вас, не интересующихся доспехами, тоже не смог понять, как одевать такой шлем на голову. Представляете абсурдность ситуации? Автор канала «Проверь все сам» понимает и знает свою аудиторию. Он понимает, что нужно скармливать тем, кто верит в альтернативную историю, и что они хотят получать больше доказательств о рептилоидах и инопланетянах. Поэтому ему приходится рожать такой контент, иначе канал загнется. Люди, одумайтесь, начните проверять все сами. 6.00. Автор удивляется улыбке на забрале. Это шлемы позднего средневековья типа бургиньот, бургундский шлем, или штурмхауб, штурмовое наголовье. Мастер мог стилизировать забрало, например, в виде улыбающейся маски. Своеобразный военный юмор. Кстати, улыбающееся личико на человеке, который действительно хочет тебя убить и несется на тебя с копьем наперевес на боевом коне, не менее ужасно, чем боевой оскал. 8.20. Автор предполагает, что раз на бедре много пластинок, то это предназначено для щупалец. Вот это поворот! Набедренники доспеха делали из разных пластин. Если требовалась максимальная подвижность, например, для действий в седле, набедренник мог быть наборным. Часто вместо набедренника, который крепится к ноге, использовали длинную юбку, соединенную с кирасой. Кроме того, такой вариант набедренника превосходно подходил под широкие штаны тогдашней моды, конец 16 века. Возможно, кстати, наоборот, что одежда подгонялась под формы доспехов, и мода шла именно от военного снаряжения. А еще, такой доспех можно легко и быстро одеть, так как одевается сразу и нагрудник, и бедро. Кроме того, как доспешник, могу предположить следующее. Поскольку прокатного листового металла тогда не было, то большие тонкие листы разбивались молотом. И чем больше площадь пластины, тем дороже в геометрической прогрессии она могла стоить. Поэтому такая сборка из множества пластин неудивительна. Кроме того, сохранились различные документы, например, с приказом разрезать старые кирасы и из полученных пластин сделать бригантины. Тут могла быть та же ситуация. Какие были заготовки в доступе, из того и сделали. Качественная сталь ценилась и просто так не выбрасывалась. 9.00. Автор начинает втирать про адаптацию живых организмов. От блестящих познаний в истории мы переходим к еще более глубоким в биологии. 11.40. Кульминация. По факту, второй мозг в кишечнике. Да что ты, черт побери, такое несешь? Да, теперь и я могу поверить, что у некоторых мозг в жопе. Медикам пока не попадались хомо сапиенсы с мозгами в кишечнике. 13.31. Ивар, бескостный боевой моллюск. Вы что, не знаете, кто я? Вы не сможете убить меня! Не, ну если судить по сериалу «Викинги», то моллюск — это их дизайнер по доспехам и исторический консультант. Тот еще рептилоид. Ивар Рагнарсон мог получить такое прозвище за физический изъян, хромоту или импотенцию, кстати. А мог наоборот, за ловкость и гибкость. А еще у меня на районе дружбан есть, Вася Паук. Но это не означает, что он стреляет белой субстанцией, как Спайдермен. Ну, по крайней мере, на людях. И прозвище ему дали не за то, что у него 8 лап, а потому что... Да хер его знает почему. Скорее всего, по приколу. Но для таких альтернативщиков это, конечно, означает, что Вася — это рептилоид древней исчезнувшей цивилизации. Бред второй части. Представляете? Есть еще и вторая часть этого видео. Кроме того, что это бред, так он еще и стырен из одной статьи, которая открыла этот ящик Пандоры в головах любителей альтернативной логики. Кстати, эту статейку часто пользуют и пускают по кругу каналы типа «Новая реальность», промывая мозг людям, склонным к самообману и внушению всякой фигни. Цитата. «За потерю рыцаря все его войско ликвидировалось подчистую. В средние века подобных казусов историки не обнаружили, зато в Древнем Риме была практика децимации. Полководец мог наказать легионеров за трусость в бою, и из провинившегося подразделения по жребию выбирали каждого 10-го солдата, секли избранных розгами, а затем обезглавливали. Кстати, за всю историю Рима так поступили считанные разы. Еще у монголов был сборник законов Яса, по которому за трусость карали все подразделение в полном составе. Если дезертировал один, казнили десяток. Если десяток, то убивали уже всю сотню воинов. 0.42. Порча или прикосновение простых солдат к рыцарю каралось немедленной смертью. Это как? Приходит такой рыцарь к королю и говорит:
Меня простые солдаты потрогали и попортили. А король такой спрашивает, а по принуждению портили или по согласию? Ну, блин, бред же! Насчет порчи не совсем понятно, что имеется в виду. Сглаз, проклятие или насилие над рыцарем. За колдовство, порчу можно было действительно сгореть на костре. А насчет прикосновений и насилия, тут все зависело от сексуальных предпочтений самого рыцаря. Захват рыцаря мог осуществлять только другой рыцарь. Рыцарь предпочитал сдаться в плен равному себе, другому рыцарю, чтобы не уронить честь рода и личное достоинство. Но во время битв происходило всякое. Так, при Азенкуре более 1000 французских рыцарей сдались в плен англичанам, часть которых была воинами простого звания, йоменами. Кстати, эти же йомены перебили своих пленных по приказу короля Генриха V, который испугался, что французов могут освободить. Рыцарей брали в плен, не убивали. Часто во время ожесточения боя или по личной неприязни рыцарей как раз старались убить. Многие не просто рыцари, а короли пали на поле боя. Например, Гарольд Годвинсон, король Англии, Иоанн Люксембург, король Богемии, Ричард Плантагенет, король Англии. Дальше автор предполагает, что были рыцари с веб-камерой. Не знаю, как в средневековье, но Игорь Парфентьев действительно снимает видео с камерой в шлеме. Кстати, гляньте его видосы, и многие заблуждения по поводу доспехов у вас быстро развеются. Рыцари вели сражение несколько дней подряд, а их войска посматривали на сражение. Может, имеется в виду поединки или бои отрядов избранных рыцарей на виду остального войска? Такое случалось. Цель была уменьшить потери и не лить зря кровь христиан. Самые известные договорные мини-сражения – это бой 30 между отрядами Англии и Франции во время Бретонской войны, а также бой 13 или турнир на Барлетте 1503 год между французскими и итальянскими рыцарями. Потом автор предполагает, что воины переподчинялись рыцарю-победителю. В средние века действовали суровые законы феодального права и принципа сеньор, старший, и вассал, подчиненный. Вассалов не разыгрывали в картах, не проигрывали в поединках, переподчинение шло на уровне целых стран и решалось это масштабными войнами, например, Столетней войны. Включите уже мозг. Цитата. Доспех из металла, включая ботинки, которые будут скользить. Нелогично. Нелогично. Нелогично? Нелогично использовать логику в альтернативной истории. Металлический доспех давал максимальную защиту, это факт. Ботинки из металла, сабатоны, имели самую обыкновенную подошву, как гражданская обувь. Логично было бы загуглить в инете музей с доспехами и проверить все самому. 2.48. Шлем то же самое, что кастрюля на голове. У шлема есть подшлемник, он амортизирует удар. Он прилегает к стенкам шлема, вследствие чего колебания металла от удара резко снижаются и звона нету. Звук от удара есть, но на него не обращаешь внимания в горячке боя. И вы бы про это знали, если бы пришли в любой исторический клуб и рассказали про ваш канал и чем вы занимаетесь. И что вы хотите проверить все сами. Искренне желаю вам просветиться. 4.45. Писали и какали прямо в доспех. Вы под кайфом? Чтобы не воняло, поливали водой через забрало и шейное сочленение. Я вот думаю, а эти вот альтернативно одаренные сами не рептилоиды часом? Автор явно смотрел фильм «Рыцарь Камелота» 98 года, где показывали подобную гигиену. На всякий случай напоминаю, часто в фильмах показана фантазия и художественный вымысел. На самом деле рыцарь справлял естественные потребности, просто расстегивая часть доспеха и развязывая нижнюю часть одежды. Мне что, видео заснять, как срать в полных латах? 5.15. Шлемы наподобие воронок, чтобы поливать водой рыцаря. Шлем типа Штехелм сделан обтекаемым, чтобы максимально усилить рикошет копья на турнире и удалить лицо рыцаря от стенки забрала. Вот так вот. 7.04. Доспех как аквариум. Доспех – это металлические пластины, скрепленные посредством заклепок, пазов и ремешков. Герметичностью водолазного скафандра не обладает. Вообще. 8.03. Зачем рыцарям платок с соплями и выделениями дам? Чего? А зачем голова, если мозг в кишечнике?
Дама вручала рыцарю в знак своего внимания предмет одежды, шарф или перчатку, а не носовой платок. Их тогда еще не придумали. Проверь все сам. 9.31. Автор в недоумении. Меч зачем-то суют, пытаясь вскрыть рыцаря, как консерву. На этом рисунке показан смертельный колющий удар в основание шеи. Воин левой рукой захватил противника за шлем, пригнул голову так, чтобы открылся затылок и пыряет в открывшуюся щель острием меча. Великолепная иллюстрация надежности доспеха. Просто так рубить его и тыкать клинком куда попало бесполезно. Все. По этому видео я закончил. Но вот вам еще золотые фразы, которые можно услышать от таких вот экспертов. Доспехи весили по 100 кг, поэтому в них нельзя двигаться, в них ничего не видно и вообще надеть невозможно. Поднимали рыцарей на коня вообще краном. Мечи весили от 5 килограмм, орудовать ими невозможно. Люди в средневековье были отсталыми, такого сделать не могли. Это все на станках только можно сделать. Доспехи новые и в музеях и идеально ровные. И токарь 5-го разряда говорит, что без ЧПУ это сделать невозможно. Все доспехи из нержавейки, потому что все они не проржавели, а у меня в сарае чемодан проржавел за полгода. Доспехи полировали, чтобы отбивать лазерные лучи. Подобный бред не выдерживает критики, но смотрите, сколько просмотров и лайков это собирает. Это действительно загадка, и без рептилоидов тут точно не обошлось. Все дошедшие до нас варианты античного, средневекового и более позднего доспеха имеют одну общую черту – эргономичность. Приспособлены как раз для человеческой анатомии. Кроме этого, есть четкая взаимосвязь между качеством доспехов и развитием промышленности в определенные времена. В зависимости от задач воина доспехи имели специализацию: пеший бой, конный бой, воинские состязания, турниры, то есть бой не насмерть. Даже были парадные доспехи или просто доспехи, которые тупо стояли возле камина. Не говоря уже о доспехах, которые сделаны после 18 века для коллекции и являются по сути подделкой на средневековые. Разные доспехи имели также разные акценты в защитных свойствах. От ударного оружия, колюще-режущего оружия, огнестрельного оружия. Кроме утилитарных задач, доспехи имели декоративную эстетическую нагрузку. Они подчеркивали статус владельца, служили распознавательным фактором на поле боя и отвечали запросам моды. Автор, перед тем как нести такую хрень, проверь все сам. Это ж... Как надо было додуматься до этого всего?